Весна медленно уступала место лету, и маленький городок, где жили Аня, Елена и Максим, наполнялся ароматами цветущих садов и теплом долгих вечеров. Однако внутри уютного дома Елены и ее дочери Ани атмосфера становилась все более напряженной, словно воздух перед грозой. Аня, юная и полная энергии девушка 19 лет, продолжала жить в своем мире, наполненном учебой в местном колледже, подработкой в кафе и мечтами о будущем. Она не могла и представить, какие страсти разгорались вокруг нее. Ее наивность и доверчивость, столь очаровательные в глазах окружающих, теперь становились причиной ее неведения. Максим, которому недавно исполнилось 29 лет, работал инженером на местном заводе. Он все чаще ловил себя на мыслях о том, как сильно отличается его жизненный опыт от опыта Ани. Он вспоминал, как они познакомились полгода назад на городском фестивале. Аня тогда поразила его своей непосредственностью и жизнерадостностью, которые так контрастировали с его собственным, более циничным взглядом на мир. Максим стоял у прилавка с сувенирами, рассеянно разглядывая безделушки, когда услышал звонкий смех. Обернувшись, он увидел Аню, которая пыталась поймать улетающий воздушный шарик, и их взгляды встретились, и Максим, сам того не ожидая, бросился ловить шарик. Вместе они справились с этой задачей, смеясь над нелепостью ситуации. Так начался их разговор, затянувшийся до позднего вечера. Теперь же, спустя месяцы, Максим чувствовал, как его влечет к Елене, женщине, более зрелой и опытной. В свои 42 года Елена сохранила привлекательность, а годы лишь добавили ей особого шарма. Максим находил в ней то, чего не хватало в отношениях с Аней – возможность обсудить сложные темы, поделиться своими страхами и сомнениями. Елена, работавшая бухгалтером в небольшой фирме, переживала настоящий эмоциональный шторм. С одной стороны, она испытывала острое чувство вины перед дочерью. Каждый раз, когда Аня делилась с ней своими мечтами о будущем с Максимом, Елена чувствовала, как острый нож вины вонзается в ее сердце. С другой стороны, присутствие Максима будило в ней давно забытые чувства, заставляя вновь ощущать себя желанной и привлекательной женщиной. Елена вспоминала тот момент, когда впервые почувствовала особую связь с Максимом. Это было во время одного из семейных ужинов. Аня рассказывала о своем дне в колледже, а Максим внимательно слушал. Вдруг их взгляды с Еленой встретились над столом. И в этот момент она увидела в его глазах понимание и сочувствие. Елена говорила о трудностях на работе, и Максим, в отличие от Ани, казалось, по-настоящему понимал ее переживания. Этот молчаливый обмен взглядами длился всего мгновение, но оставил глубокий след в душе Елены. Дни складывались в недели, а недели в месяцы. Жизнь в доме Ани и Елены внешне оставалась прежней, но внутреннее напряжение росло. Максим стал чаще приходить в гости, находя все новые поводы для визитов. То он приносил Ане книги по программированию, которым увлекался сам и которые могли пригодиться ей в учебе, то предлагал помощь Елене с мелким ремонтом в доме. Однажды вечером, когда Аня задержалась на своей подработке в кафе, Максим пришел, чтобы починить протекающий кран на кухне. Елена, одетая в легкое домашнее платье, наблюдала за его работой, подавая инструменты. В какой-то момент их руки случайно соприкоснулись, и оба замерли, ошеломленные силой внезапно вспыхнувшего желания. «Елена», – тихо произнес Максим, его голос дрожал от напряжения. «Я не могу больше это скрывать. Я думаю о вас постоянно». Елена почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Она знала, что должна остановить это, прекратить все здесь и сейчас, но слова застряли в горле. Вместо этого она сделала шаг навстречу Максиму. В этот момент входная дверь распахнулась, и они услышали голос Ани. «Мам, я дома! Максим здесь?» Елена и Максим отпрянули друг от друга, словно обожженные. Быстро придя в себя, Елена крикнула: «Да, милая, мы на кухне. Максим помогает с краном». Аня вошла на кухню, сияя от радости. «Вы самые лучшие!» – воскликнула она, обнимая мать и целуя Максима в щеку. «Как же мне повезло с вами обоими!» Эти искренние слова Ани словно острым ножом полоснули по сердцам Елены и Максима. Они обменялись виноватыми взглядами, понимая, что оказались на краю пропасти. Следующие несколько дней прошли в мучительных раздумьях для Елены и Максима. Оба понимали, что их чувства друг к другу реальны и сильны, но цена, которую пришлось бы заплатить за эти отношения, казалась непомерно высокой. Максим мучился от противоречивых эмоций. С одной стороны, он искренне заботился об Ане, ценил ее чистоту и непосредственность. Он помнил, как она поддерживала его, когда у него были проблемы на работе, как радовалась его успехам. С другой стороны, Елена притягивала его своей зрелостью, глубиной чувств и пониманием. Максим вспоминал один из вечеров, когда они с Еленой остались наедине.
Аня уехала на выходные с подругами, а он пришел, чтобы помочь с перестановкой мебели. После работы они сидели на веранде, пили чай и разговаривали. Елена рассказывала о своей молодости, о мечтах, которые не сбылись, о радостях и трудностях материнства. Максим слушал, затаив дыхание, чувствуя, как между ними устанавливается глубокая эмоциональная связь. В тот момент он понял, что никогда не испытывал ничего подобного с Аней. Елена, в свою очередь, переживала настоящую внутреннюю борьбу. Материнский инстинкт кричал о том, что она не имеет права на счастье за счет страданий дочери. Но женщина в ней жаждала любви и страсти, которые пробудил в ней Максим. Развязка наступила неожиданно. В один из вечеров Аня вернулась домой раньше обычного и застала Елену и Максима в объятиях друг друга. Они не целовались, но интимность момента была очевидна. Мир Ани рухнул в одно мгновение. Она смотрела на двух самых близких ей людей, не в силах поверить в происходящее. «Как вы могли?» Только и смогла произнести она, прежде чем выбежать из дома. Елена бросилась за дочерью, но Максим остановил ее. «Я поговорю с ней», – сказал он твердо. «Это моя ответственность». Он нашел Аню в парке, где они часто гуляли. Она сидела на скамейке, обхватив колени руками, и беззвучно плакала. Максим сел рядом, не решаясь прикоснуться к ней. «Аня», – начал он тихо, – «я знаю, что нет таких слов, которые могли бы все исправить, но ты должна знать правду. Я действительно заботился о тебе, правда. Но то, что я чувствую к твоей маме, это что-то другое, что-то, чего я не могу объяснить даже самому себе». Аня подняла на него заплаканные глаза. «Почему, Максим? Почему ты не мог просто уйти, если я тебе не подхожу? Зачем нужно было разрушать все вот так?» Максим почувствовал, как к горлу подступает ком. «Я эгоист, Аня. Я не хотел терять ни тебя, ни возможность быть рядом с Еленой. Я думал, что смогу справиться с этими чувствами, что они пройдут. Но я ошибался». Они долго сидели молча, каждый погруженный в свои мысли. Наконец Аня заговорила. «Я не знаю, смогу ли когда-нибудь простить вас, но я знаю, что не могу вас ненавидеть. Вы оба слишком много для меня значите». Она встала. «Мне нужно время, Максим, время и расстояние. Я уеду на какое-то время. Не ищите меня». С этими словами она ушла, оставив Максима одного в сгущающихся сумерках. Он понимал, что сегодня изменилось все, и пути назад нет. Вернувшись в дом Елены, Максим застал ее сидящей в полной темноте в гостиной. Он включил свет и увидел следы слез на ее лице. «Что теперь?» – спросила Елена дрожащим голосом. Максим сел рядом с ней и взял ее за руку. «Я не знаю», – честно ответил он. «Но я знаю, что не могу и не хочу отказываться от того, что между нами есть. Каким бы сложным ни был путь впереди». Елена положила голову ему на плечо. Они сидели так в тишине, понимая, что их жизнь уже никогда не будет прежней. Впереди их ждали сложные разговоры, осуждение окружающих, возможно, даже разрыв с Аней. Но в этот момент они чувствовали странное спокойствие, словно после долгой внутренней борьбы наконец-то пришли к решению, какими бы болезненными ни были его последствия. А где-то далеко, в ночном автобусе, уносящем ее прочь от родного города, Аня смотрела в темное окно, пытаясь понять, как жить дальше и как простить двух самых близких людей, так внезапно предавших ее доверие. Она не знала, что ждет ее впереди, но чувствовала, что эта ночь стала началом ее нового пути, пути к взрослению и пониманию сложности человеческих отношений и чувств.